Дили-дили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Вы верите в подселение демонов или призраков в куклы? Я собрала несколько видео, где куклы оживают. Ученые не могут это объяснить. Давайте посмотрим на это. И стучится в двери. Это видео требует маленький кусочек предыстории. В 1970-х годах Mattel Toys производили эту модель куклы. Когда дети двигали ее руки, у нее изменялось положение глаз и выражение лица. Один мужчина, Брайан Лабеки, собирающий жутких кукол, утверждает, что его такая кукла одержима потусторонними силами. Он говорит, что механизм, который изменяет выражение лица куклы, полностью сломан и не работает. Он говорит, что эти куклы Mattel Toys должны менять выражение лица и глаз, когда крутишь им руки. Но, как вы видите, его кукла не меняет. Однако этот мужчина утверждает, что по ночам таинственным образом его кукла начинает менять выражение лица. Он также услышал однажды вечером хихиканье из комнаты с куклами. И вот наступила та ночь, когда он решил поставить камеру прямо около куклы и заснять все ее движения на камеру. После увиденного хозяин этой куклы был просто в шоке. Он не знает, как это объяснить, кроме как, что в его кукле сидит нечто злое. Если верить Американскому исследовательскому институту, большинство людей боится клоунов и призраков. Но что случится, если объединить эти два страха в один? Если это сделать, то вы получите одну жуткую куклу-клоуна, одержимую духом, и имя этой куклы клоун Клайд. Мужчина получил эту куклу в подарок от друзей. Эта жуткая 35-летняя кукла имеет свою странную историю. Она иногда мистическим образом начинает двигаться сама по себе или исчезает и появляется в другом месте в доме. На данном видео человек оставил куклу одну на целую ночь перед камерой, чтобы проследить за ней. Действия на видео начинаются в 3 часа ночи, и вот что он поймал на пленку. Если присмотреться, то кукла, кажется, двигает головой, а при ускорении видео в 3 раза становится еще страшнее, потому что тут уж точно заметно движение. Эта команда ютуберов решила исследовать коллекцию кукол дочери одного из них. Эта коллекция, по их мнению, одержима. Они пытаются общаться с потусторонней силой с помощью специального устройства. Сначала начинает проявляться чей-то голос, а потом сама кукла повернула голову. I really don't know what to make of these dolls. I know that they all are haunted dolls. I'm pretty much 100% sure now that they are all haunted for sure. I mean, we already know that the big one is because we've seen her move in my office. All you fans, because we've seen her move in my office. All you fans. Но это становится еще страшнее после того, как команда решает избавиться от этой куклы. Женщина начинает говорить, что после случившегося сегодня она точно не оставит ее у себя. Кукла становится активнее, и это удалось заснять на камеру. Она снова начала двигаться. So, if any of you are interested in that doll, please let me know. Because I don't want to keep her, but I'd like her to go to a good home. I mean, if there's somebody out there that's interested, I don't... Did that thing just move? Oh my god. Oh my god, are you kidding me? I'd like her to go to a good home. I mean, if there's somebody out there that's interested, I don't... Her freaking face just moved towards you. Oh my god, Heather. Like that legitly just moved. Oh Did you my see god. that? Clay, did you see that?
first. When you said you're not taking her with you, what the My- f- is that? I don't know. I just I heard just that. heard a girl's voice. Are you serious? That wasn't one of you? No. Oh my god. Oh my god. my She God. really just f***ing move? Her face. Oh hell no. What the hell, Mom? Oh my god. Heather, I got the cold chills from the top of my head to my Yeah, I have- freaking toe. Oh my god. What the hell? Один парень делает обзор разной техники на своем канале. Он покупает разную электронную технику в интернете. И вот в один прекрасный день он купил для обзора одну жуткую вещь. Это была кукла, но она была непростая. Он сделал на нее полный обзор и решил исследовать ее. Он купил куклу с одного сайта, где предыдущий владелец жаловался, что из-за этой куклы его начал преследовать призрак маленькой девочки. Другие предыдущие владельцы утверждали, что слышали плач по ночам там, где была эта кукла. Также у всех предыдущих хозяев этой куклы были ужасные ночные кошмары, где они оказываются в ловушке в огне. Поэтому ютубер решает сделать несколько паранормальных экспериментов. И сначала он немного разочаровывается, потому что не получил того, что ожидал. Но потом он решает посадить куклу на полку и снимать ее на камеру всю ночь инфракрасной съемкой. На видео, по его словам, нету никаких визуальных или звуковых эффектов. Этот мужчина был очень шокирован увиденным. Ему стали сниться кошмары про женщину с фарфоровой кожей, которая стояла около его дивана в гостиной, пока тот спал. После этого всего мужчина сжег куклу. Дети снимают свою сестру на камеру, пока она занимается трюками с пластиковыми стаканами. Но вряд ли они замечают странную активность сзади своей сестры на полке. Это видео интересно тем, что дети не пытались специально снимать эту куклу на видео. Человек, загрузивший видео, утверждает, что паранормальная активность на видео была обнаружена уже после того, как видео сняли. Если смотреть на полку позади девочки, то видно, что кукла приподнимается и полностью садится. И это не какая-то старая антикварная кукла страшной истории, а обычная тряпочная кукла Джесси из мультфильма «История игрушек». Эти куклы были сделаны в начале 20 века, в основном из опилок и клея. В 40-х годах они были заменены на пластиковые куклы. Сейчас эти старинные куклы можно найти в частных коллекциях среди антиквариата и на местных рынках. Эту куклу хозяин дома нашел в своем подвале, замурованную в стену. Он положил ее на кровать и начал замечать что-то странное. Владелец куклы говорит, что не верит в призраков и не верит, что они могут взаимодействовать с разными объектами. Но он признает, что не может объяснить, почему эта жуткая кукла двигается сама по себе. Эта кукла тоже является куклой 20 века. Сделана она из опилок и глины, но плюс ко всему этой кукле больше 100 лет. Владельцы этой куклы решили сделать эксперимент. Они установили видеокамеру и снимали куклу 24 часа, чтобы посмотреть, что получится. При ночной съемке этой жуткой куклы видно, что она двигается. Также ее снимали и при свете лампы.
У меня очень много кукол, я еще не заметил странностей с ними, но я бы вам посоветовала бы не покупать старые куклы, особенно если до вас у такой куклы был хозяин. Береженного Бог бережет. Всем удачи и пока.